Я однажды проснусь, а вокруг мир другой. Свет чист, бесконечно прекрасен, а на троне высоком царица любовь, а на меньшее я не согласен, не согласен. Всем привет, с вами Online Sync, и мне сегодня хочется с вами поговорить о самых 5 распространенных ошибках вокалистов. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы начинаем. Самая первая ошибка, вот часто приходит ученик на урок, у него очень разговорное пение. Да, в эстраде постановка голоса более близка к речевой, чем в опере, хотя кто-то может не согласиться, но ближе к разговору, чем никто ж не говорит вот так вот, как я сейчас второй пример вам показал. Вот, то есть слишком разговорное пение. И оно часто слишком пережатое, то есть ничего не раскрыто, не настроено, и звук просто дискомфортный. Человек не может взлезть ни в высокую ноту, ни в низкую из-за того, что разговорное пение. И выше идешь, становится очень тяжело. В общем, это главный и очень всеобъемлющий такой минус. Дальше, что вытекает тоже из этого минуса, пение без дыхания. То есть элементарно такой звук и очень отличаются. То есть с дыханием проще тянуть ноты. С дыханием, опорой. Но я пока что скажу просто про дыхание. Даже если хотя бы немножко добавить в голос, уже будет легче пропевать. Дальше уже нужно учиться контролировать это дыхание нашей опорой. Так, далее. Очень часто не записываем мы себя на диктофон, но это обязательно нужно для контроля. Да, действительно, слушать себя на записи невозможно. Даже если вы умеете уже петь, вам все равно не будет нравиться, скорее всего, ваш вокал. Но слушать обязательно нужно, чтобы понимать, что ты делаешь не так и что тебе не нравится. И не менее важно понимать, что тебе нравится и что в твоем голосе есть хорошего. То есть мы просто так становимся более адекватными вокалистами, понимаем то, с чем мы работаем. И уже исходя из этого можно правильно, конструктивно подойти к вопросу. Так что записываем себя обязательно на диктофон. Еще один совет. Обычно мы начинаем петь из-за того, что нам нравится какая-то определенная группа, и мы слушаем, как поет их вокалист. В общем, смысл в чем? Не нужно циклиться на одном каком-то вокалисте, может двух. Очень много разных голосов. И не факт, что тот, кто вам нравится, кого вы слушаете, подходит вам по голосу. То есть нужно достаточно большую палитру звуковую иметь у себя в голове, чтобы хорошо владеть своим голосом. Поэтому не стесняемся, слушаем абсолютно разных певцов, разных стилистик и находим что-то для себя. Допустим, у какого-то другого певца мы можем найти классный прием, который и в нашем голосе звучит здорово, и научиться мы можем ему достаточно быстро. Так что обязательно слушайте все новых и новых певцов, ищите для себя какие-то классные, интересные оттенки. И, пожалуй, последний совет, который, я бы сказал, даже более важен, чем все предыдущие, но им часто мы пренебрегаем. Обязательно нужно взращивать свой слух, работать над ушами, заниматься сольфеджио. Даже хотя бы немножко. Потому что если у вас классный голос, даже крутой по тембру его хочется слушать, но вы поете мимо нот, то его слушать никто не будет из-за неточного пения. Поэтому обязательно заниматься сольфеджио хотя бы сколько-то. Не нужно этого делать очень много. Ровно настолько, чтобы петь свои произведения хотя бы интонационно точно. Избегайте этих 5 ошибок, и все будет окей. Приходите на уроки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень-очень приятно. Всем хорошего голоса. Пока-пока.